Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Где же она опозорилась? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Итак, а пока я буду раскладывать, ребят, напишите, сколько раз вы были женаты. Давно я не делала опрос. Напишите. Итак. Ой, как вы любите покушать. Ух ты. Сразу же мне идет информация вот почему-то про еду. То, что вы неплохой повар, это однозначно. Можете фору дать любой женщине. Вы готовите, вы, я думаю, там, ну, чуть ли не пироги печете, торты, да, вы консервируете. Ну, то есть для вас это не сложно. Сам готовлю, сам кушаю, еще и поляну могу накрыть. Вы очень гостеприимный, вы очень такой, ну, улыбчивый, хочется сказать. Вообще вы по жизни весельчак. Вы любите какие-то посиделки, да, ну, такие, когда люди собираются семьями, дружат, да. Когда, допустим, родственники собираются, вы можете и анекдоты потравить, и какие-то житейские истории рассказать, да. Ну, то есть вы больше любите как-то вот эти посиделки, но чтобы это было либо в кругу семьи, либо же с близкими друзьями. Вот где-то ходить, зависать там в ресторанах, в кафе, ну, как-то это не для вас. Да, иногда вы можете, конечно же, там, с женщиной, вот когда у вас были отношения, либо же сейчас, если есть отношения, с женщиной, да, естественно, периодически можно было зайти и посидеть. Но сейчас как-то жизнь поменялась, и сейчас я бы сказала, что вы в поисках своей новой императрицы. Те из вас, кто, допустим, уже познакомился, да, вот, потому что общий расклад, пытаюсь так по-разному рассказывать. Есть среди вас такие, которые уже познакомились с женщиной, пытаются вот как-то налаживать контакт, пытаются строить отношения. И причем я думаю, что те из вас, кто уже вот именно познакомился, это женщина, которая реально может стать, ну, чуть ли не вашей будущей женой. Это женщина серьезно настроенная, женщина, с которой вам хорошо и комфортно. Напишите, у кого резонирует, у кого есть такие отношения. Это новые отношения, но они могут перерасти в брак. Это женщина не пустышка. С вами женщина, которая тоже хочет семьи, тоже хочет, возможно, даже детей, отношений серьезных и так далее. Те из вас, кто еще холостякует, да, вы все-таки надеетесь встретить. Пусть это будет очередная новая императрица, но все-таки руки вы не опускаете. Вот вы надеетесь все-таки найти, посмотрите, вы надеетесь на шанс. И судьба все-таки вот будет благосклонна, вы получите женщину, которая станет вашей новой императрицей. Сегодня просто не об этом расклад, сегодня я вам так намекнула, да, немножечко заинтриговала. Обязательно у вас будет новая женщина, причем это будет, ну, реально какой-то вот как подарок свыше. Вы абсолютно не будете ожидать. Это либо же какая-то ситуация такая будет, либо же это будет неожиданно, знаете, вот что-то такое произойдет, как гром среди ясного неба. Далее, смотрите, ну вы же еще тот ревнивец. Женщину-то вы хотите, но вам нужно немножко постараться усмирить свою ревность. Потому что вот когда у вас есть женщина вообще по жизни, вот по факту, когда у вас она есть, вы же будете ревновать до сумасшествия. Причем вы еще можете ревновать, ну, к столбу, ну, это в прямом смысле слова. Могут быть частые такие ревности, да, беспочвенные, абсолютно придуманные, накрученные. Напишите, у кого проигрывается, потому что я знаю, что ревнивцы, стопроцентные ревнивцы, вы меня не переубедите. Это такое, знаете, вот даже собственничество какое-то. Вы человек активный, импульсивный, страстный.
вы хороший любовник. Если вы беретесь что-то делать, вы делаете качественно, вы будете до седьмого пота биться, делать, как бы вам тяжело не было, но вы вот как упретесь, да, вот как говорят, вот быка за рога взять, да, вот этот бык упрется, и все, и дальше он не пойдет, пока он не сделает. Вот точно так же и вы. Вот вы уперлись, и пока вы не достигли своей цели, вы не двигаетесь. Есть такая у вас черта. Хорошо это или плохо, это зависит от ситуации. Потому что чрезмерная упертость, это тоже не всегда хорошо. Далее, для вас очень важно, когда почитают взрослых, да, вот я имею в виду родители, бабушки, дедушки, именно вот чтят, да, когда, я не скажу, что это прям культ, да, есть уважение, есть какая-то вот отдача родителям, там, даже у кого живы, допустим, бабушки, дедушки, либо же это было раньше. Но это для вас святое, это однозначно, вот родители, дети, любимые женщины, это, знаете, это для вас, но это даже не обсуждается, это ваш приоритет, вот ваша семья, это ваш якорь, это ваш тыл. Так было всегда, так было, есть и будет. Давайте-ка смотреть, что же еще у вас. Есть ли та семья, в конце концов, или же ее нет? Снова вы выпадаете императором. Нет, вы сейчас не с семьей. Вы не с семьей. Вы расстались. Вы расстались с семьей. Единственное, я думаю, здесь в приоритете у вас общение с детьми. С детьми вы общаетесь, просто с удовольствием. Когда вот выпадает там свободная минутка, либо же когда бывшая вам, допустим, разрешает повидаться с детьми, я думаю, в любом состоянии, там, в любое время дня и ночи вы помчитесь к детям. Тем более может еще проигрываться, что вы, либо же к себе там на выходные, допустим, на какие-то там в определенные дни, на каникулы, может быть, берете. Вы, конечно, с детьми кайфуете. Дети – это в каком-то смысле ваша отдушина. Потому что вот этот император, который у нас выпадает из расклада в расклад, то есть вы, да, это такая супер сигнификация, когда вы постоянно выпадаете императором. То есть по всем фронтам вы сильный человек, вы волевой человек. Но этот император имеет свойство грустить, огорчаться. Этот император может пустить скупую мужскую слезу периодически. Этот император порой бывает доводит себя, какими-то мыслями, такое самоистязание, да, вы можете себя накручивать, вы можете брать близко к сердцу какие-то события. И вот дети, это, наверное, первое ваше такое утешение. Особенно это касается тех, у кого есть маленькие дети. Вы также человек, который безумно любит порядок. Вот порядок должен быть всегда и везде. Вплоть до педантичности. Все должно лежать на своих местах. Вы очень любите аккуратность. Единственное, вы можете расслабляться, когда вот вы остаетесь, либо же сейчас, да, когда вы остались без женщины, вы можете в выходной день расслабиться, там, не побриться, да, не помыться, в таком духе. Можете там, я не знаю, в трениках каких-то ходить дома, просто вот расслабились, ходите в домашней одежде, потому что, надоедают иногда все вот эти костюмы, галстуки, бритье каждый день, да, вот в таком духе. Хочется расслабона такого. Поэтому вы император, но император, опять же, с израненной душой, которому, так хочется расслабиться. Слишком много тянете, слишком много берете по жизни. Вы решаете вообще по жизни очень много проблем. И своих, и чужих. Потому что, такой вы безотказный. Вы не можете отказать, а потом, бывает, приходите домой и падаете без задних ног. Потому что устали, потому что выдохлись. И в конце концов, потому что хочется куда-то умчаться, да, чтобы никто не трогал. Вот вам нужна перезагрузка. Вот если так коротко, вам нужна внутренняя психологическая такая, психоэмоциональная перезагрузка. И тогда вы себя почувствуете немножечко полегче.
Итак, давайте-ка смотреть, какая же дама пришла к нам сегодня на расклад. Ну, сразу же вранье. Врунишка эта дама. Врунишка, предательница, изменщица. И этим все сказано. Любит сплетничать, любит плести интриги. Женщина, которая любит людей унижать, оскорблять. Эта женщина, я думаю, она и к вам точно так относилась. Женщина, любящая, ну так, прыгать по жезлам, что ли, да, вот склонная к левачкам. Я думаю, здесь, скорее всего, и проигрывается из-за измены, вы разошлись. Женщина, которая любит показать свое «я», свое первенство. Вот я главная, я звезда, я королева, вот как я хочу, так все и будет. Это женщина, которая под любым предлогом всегда будет добиваться своего, вот правдами, неправдами. Если нужно, она будет лицемерить, она будет притворяться, но своего она добьется. Она никогда не задумывается, что думают и чувствуют люди в отношении нее. То есть она может запросто обидеть, унизить человека. И это не зависит от какого-то ранга, статуса. Она может даже со статусными какими-то там, я не знаю, с начальством грубо разговаривать. Она может говорить там, ну, на повышенных тонах, допустим, ну, вот в таком ключе. Женщина, которая... Кстати, она еще может либо же заниматься магией, либо ходить к каким-то вот бабкам, там, колдуньям, которые не очень хорошие дела творят. Это тоже момент. Но опять же у нее куча внутренних комплексов и страхов. Вот по карте Луны довольно часто показывают еще даже психические заболевания. То есть я этого тоже не исключаю. Поэтому может срезонировать у каждого по-разному. Я просто вот озвучила, что может означать. Карта Луны довольно такая мутная карта, довольно интересная, такая куча тайн, скрытности, да, вот магии какой-то. Поэтому дама очень непростая. Давайте будем разбираться, где же она все-таки опозорилась. Что же произошло? Боже, она такая холодная. Посмотрите, вот у нас 8 мечей выпадает. С этой женщиной невозможно долго находиться. Вот ей реально нужно быть одиночкой. Она в семье не может долго сосуществовать, так скажем, потому что она не умеет то ли себя вести в отношениях, да, вот именно из-за своей холодности, из-за своей жесткости какой-то. Вот она по жизни, вот я не вижу, чтобы у нее были даже мужчины сейчас. Она, в принципе, она в душе мечтает о семье, между прочим. Она мечтает о красивой жизни, но она ведет себя, вот как карта глупца, да, у нас выпала. Она ведет себя, как какая-то недозрелая девочка. Она может дурачиться, она может морозить что-то такое, ну, что в голове не укладывается. Она может совершать какие-то дурацкие, глупые поступки. То есть она живет как-то легко, играюще, она мечтает о семье, да, которую она с вами не могла уберечь. Но в то же время она не умеет быть в отношениях длительный период. Это какая-то, знаете, вот как, ну реально, девочка сею-вею, которая куда хочу, туда лечу, что хочу, то и делаю, да, ты мне не указ, ты мне никто, ты мне не авторитет, ну и что ты мой муж, я что хочу, то и делаю. Ну, то есть я утрирую немножко, ну, в таком ключе, да, потому что карта глупца, она всегда говорит о несерьезном человеке. Обычно глупец – это ребенок, это юный какой-то человек, да, ну, то есть это говорит о ее незрелости, внутренней незрелости. С такой женщиной обычно, ну, очень тяжело, либо же не нужно строить отношений. Смотрите, где она опозорилась, начинаем. У нее проигрывается нехватка денег. Что же такое? Давайте разбираться. У нее был мужчина, с которым она, в принципе, ну так, шуры-муры крутила, да? Мужчина влюбился в нее, да, это 100%, не без этого.
Он ее и как женщину страстную рассматривал, и, в принципе, здесь и чувства зарождались. Мужчина обеспеченный, мужчина ее, ну, кружил, в принципе, со всех сторон, да? Но она же отплатила ему такой нехорошей монетой, так скажем. Сейчас уточню и буду вам рассказывать этот трэш. Смотрите, она, во-первых, она пыталась его привязать еще магически. Она куда-то либо ходила, либо же сама, кто занимается. Возможно, даже ее мать этим занимается. Они вдвоем могли там, ну, что-то химичить, чтобы приворожить этого богатенького Буратино. Поэтому, знаете, здесь момент приворота может быть. Но здесь какой-то то ли... ну, недоделанный, я не знаю даже, как назвать, то ли неумелый какой-то приворот, который, ну так, подействовал с серединка на половинку. Этот мужчина у нее на какой-то период подзадержался именно благодаря этому привороту. Но когда действие приворота начало исходить, да, я думаю, все из вас знают, что не бывает колдовства на всю жизнь. Он действует какой-то период. Любой приворот, любая магия какой-то период действует. Далее, смотрите. Это женщина, которая, ну, скажем так, нечиста на руку. Я не знаю, может быть, вы в курсе, может быть, нет. Для кого-то это будет большой-большой неприятный сюрприз. Это женщина, которая... ну, ради своей выгоды, ради чего-то такого, чтобы купить, допустим, себе, она запросто может, ну, свою грязную ручонку засунуть в чужой кошелечек, допустим, да, стащить денежку. Вот в таком ключе. Она была поймана вот этим мужчиной, ну, похоже, что либо она у него что-то забрать хотела, да, может быть, деньги там стырить хотела, да, либо же какую-то дорогостоящую вещь, а потом перепродать, да, это сейчас модно, ломбарды и так далее. Ну, то есть она была чуть ли не за руку поймана. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, да? Когда берут чужие вещи, тем более, когда эти вещи, допустим, в кошельке лежат, эти купюры шелестят, да? Ну, это уже не камильфо. Это уже ситуация, которую не будет никто терпеть. Понимаете, и причем, я думаю, там была такая ситуация, что она еще как-то начала оправдываться. Я, правда, не могу представить даже, какое это может быть оправдание, когда тебя чуть ли не за руку поймали, да, что ты хочешь взять там чужие деньги, допустим, да. Я не представляю, конечно, но там был скандал, там был трэш. Она позорилась от и до. Человек полностью в ней разочаровался. Человек разочаровался. Вот этот мужчина, да, он был влюблен в нее. Она вот этим поступком его просто добила. Он не ожидал этого. Он не ожидал, поэтому это для него стало, ну, какой-то трэш. Понимаете? Это все, это ситуация, когда он был просто сражен наповал. Это конец отношений. Это разбитое сердце. Вот она вот этими своими грязными ручонками, когда она полезла там в его кошелек, либо в барсетку, да, чтобы забрать его деньги, либо вещь какую-то. Это все перечеркнуло. Она могла бы жить с этим мужчиной, она могла бы быть, в принципе, в шоколаде, если бы она такого не чудила, если бы она не совершала поступки, которые, ну, реально не укладываются в голове. Это уже и психиатрия, это и криминалистика, в конце концов, да? То есть здесь, ну, здесь такой позор выше крыши, да, когда, упаси Господь, тебя хватают на таком за руку, и ты уже, ну, я даже не знаю, что можно придумать, чтобы отвертеться. Понятно, что все ее отговорки, это все детский лепет, это все глупо и смешно выглядело. Потому что, ну как, тебя взяли по факту за руку, да? Ну что ты можешь сказать? Это как в фильмах, да, обычно вот, когда, допустим, жена мужа с любовницей, да, застает в постели. А муж говорит: дорогая, это не то, что ты подумала, да, вот, ну, ты как бы в постели лежишь, но это не то, что ты подумала. Так же и здесь. Ну, дорогой, вернее. Это не то, что ты подумал, да? Я там просто пыль протирала на купюрах твоих, да, ну, в таком духе, либо там в барсеточке убиралась, да, там твои, может быть, колечки твои протирала, да? Ну, как-то так.
и смех, и грех. Вот такой позор получился у этой дамы. И вот такой расклад вышел. Я, конечно, в шоке по колено. Мой шок в шоке. Я думаю, вы тоже. Напишите, есть у вас легкий шок или нет. Поэтому вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!